Лепоринне — очередное забытое финское кладбище в глубине Карельского перешейка. Находится оно рядом с железнодорожной станцией Сяиньо, а еще ближе ответвление бывшей железнодорожной станции Випуре, Валкьярве и первая станция Кархусо, что переводится как «медвежье болото». А само название Лепоринне переводится как холм отдыха, холм покоя, покойный холм или низина, откос. Действительно, на этом месте, судя по финской карте и линиям высот, идет небольшое понижение. Это сравнительно новое кладбище, основано оно в 1926 году, и на нем похоронен 621 местный житель. На финских сайтах я нашел даже имена этих жителей и деревни, в которых они родились или умерли. И в основном, как бы видно, что они все из соседней деревни Сяйню или Кархусо и из ближайших деревень также. Я посетил остатки этого кладбища, что от него осталось, небольшой памятный знак. Вот как оно выглядит на современной открытой карте. Рядом с ним прошла трасса Скандинавия, и теперь уже его не назовешь местом вечного покоя, потому что оттуда хорошо слышно трассу. Его небольшая часть уничтожена трассой, но большая часть его сохранилась, хоть и в очень плохом состоянии. Вот эти вот небольшие черненькие обозначения были карьерами в финские времена. Здесь добывали песок, может быть, для нужд кладбища или еще для чего-то. И вот так они обозначали карьеры. По-моему, на местности тоже сейчас там что-то сохранилось. И также этот карьер обозначен чуть ниже. И сейчас от этого места точно что-то сохранилось. На советских послевоенных картах обозначено еще кладбище в этом месте и карьеры вот с надписью «Песок». На более поздних картах уже не обозначено ни кладбище, и вот чуть-чуть от карьера что-то осталось. Очередное финское забытое кладбище Лепоринне. Ворота, видимо, въезд был здесь, ступени. И вот это я пока не понял, что ограда, не ограда, какие-то столбики, но это не могильные столбы, скорее всего. Ближайшая станция Лииматта. И вот здесь вскоре полкилометра, если прямо проехать, к Питеру ответвлялась железная дорога на Валкьярве. Випуре-Валкьярве. Самая загадочная заброшенная железная дорога Карельского перешейка. Это вот тоже интересно, что такое было. Может быть, склеп здесь какой-то был. Несколько могил.
почему-то все как будто вырыто, разрыто. Обычно же на заброшенном кладбище холмики. Я вчера был на заброшенном кладбище Ихантала. Вот. И там были холмики. Такое небольшое кладбище. Там холмики. А в Лепарине вот так вот. Вот въездные ворота. Крест на них. И кладбище было большое, потому что 621 житель все-таки. И оно, судя по финской карте, шло туда прямо вплоть до Сартовалы, до Скандинавии, до трассы. Вот там, недалеко. Вот я иду по территории кладбища. Здесь уже, может быть, и есть холмики, они холмики. То есть могилы оплывшие. Вот, пожалуйста, что-то такое интересное. Трудно отличить какой-то камень, возможно, могильный, от обычного камня, потому что здесь много таких обычных камней, природных, так сказать. Черные копатели, наверное, здесь побывали. Вот интересные куски камней, как будто бы неестественным путем образованные. Вот у противопожарного рва с другой стороны что-то похожее на надгробие. Торчит штырь и такой вот кусок большого камня. Вон там ограда кладбища. Ну и вот ямка. Вот еще некоторые артефакты по левую сторону от памятника. Противопожарный ров. Там ворота и слева. Возможно, чья-то разрытая могила. Вот так вот.
напротив ворот вот тоже что-то было. Наверное, что-то такое здесь было. Что-то загадочное, то, что мы никогда не узнаем, что. Вот так вот.